Почему я должен верить в Создателя, которого не вижу? На данный вопрос у нас есть 4 объяснения. Первое объяснение. Видеть или наблюдать своими глазами не является единственным источником к правде. Наши глаза во множестве случаев подводят нас. Примером этому может послужить свет солнца. Когда мы смотрим на солнце, мы подсознательно считаем, что солнце является желтого или оранжевого цвета, но солнце научно доказано имеет белый цвет на своей поверхности. Это происходит по причине того, что наши глаза являются ограниченными в своей функциональности. Также можно взять за пример море. Когда мы всматриваемся в море, мы можем заметить нашими глазами, что море синее, но если проведем немножко исследования, то мы поймем, что море является на самом деле прозрачным. Судя по этому, можно сказать, что если глаза в общем подводят нас таким образом, с определением цвета разных объектов, то это означает, что говорить «я не вижу своими глазами», значит это не существует, не является конструктивно логичным. Второе объяснение. К примеру, мы все верим в то, что не видим. Примером этого может быть любовь наших матерей. Любовь не является материальной вещью или объектом, но никто не сомневается в его существовании. Третье объяснение. Наш разум является более сильным источником информации, чем наши глаза. Примером этого представьте случай. В своем гараже вы видите одну машину Ferrari. Если вы никого не видите вокруг этой машины, то вы абсолютно не сомневаетесь в том, что эту машину кто-то сюда припарковал. Даже если вы не видите весь процесс парковки машины в гараж, вы все равно знаете, что машина не могла просто сама собой появиться на этом месте. Еще одним примером из жизни может нам помочь рождение маленького цыпленка из яйца самки курицы. Или же примером того, как из маленького семя растет в огромное дерево и нам дарит не только кислород, а даже иногда и сладости в виде фруктов. Мы должны наблюдать Творца позади атомов, ибо в атомах нету ни жизни, ни знания, ни силы, ни воли, но когда наблюдаем на то, что они делают, то мы можем заметить, что они создают наши тела, глаза, уши и так далее. Все практически с нуля. Четвертое объяснение. Нельзя искать художника в его работах. Например, художник, который нарисовал свою работу, не может наблюдаться или искаться в своих работах. Не было такого, чтобы зритель подошел к картине и задал вопрос: «Вот рисунок, а где сам автор на этой работе?» Такого никогда не было. Или нельзя искать плотника в сделанном его руками столу. Но благодаря своим знаниям и анализам можем найти автора и без его присутствия в работе. Так же, как одна буква показывает себя через свою форму, также автор показывает его лицо. Также и в этом случае Творец создал мир, и его нахождение тут с нами не имеет никакой логичной причины присутствовать. Ожидается ли, что тот, кто создал атом, будет в атомах? Конечно нет, не ожидается. Мы находимся в мире испытаний, и видение Бога нашими глазами не соответствует логике и его испытанию. Спасибо за просмотр, пишите ваши вопросы и комментарии для обсуждения. Будем рады с вами пообщаться. До встречи!